Так, надеюсь, стрим начался. Всем привет. Кто говорил, Дмитрий, что День космонавтики 13 апреля? У нас стрим 13 апреля посвящен Дню космонавтики. Не вижу противоречий. Если вы видите, то Рутуб гуд. Гуд Рутуб. Не забыл на Рутюбе стартануть, не забыл на часах стартануть. Лещ Валерий. Почему не Клещ? Лещ, ладно. Первый донат. Привет из Северодвинска. Как в Северодвинске еще? Зима, наверное. Друзья, вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Сегодняшняя прогулка плюс-минус приурочена к Дню космонавтики, к вербному воскресенью, к началу весны, так или иначе. У себя на картинке видите, на экране видите крейсер «Аврора». Начинаем мы примерно от нее, Нахимовское училище, и вот там у нас впереди шпиль Петропавловской крепости. Желтенький виднеется. Вот он какой. Там мы сегодня тоже окажемся, на Петропавловку. У нас, собственно, полчаса до выстрела, для выстрела пушки. Это даст начало показательным выступлениям запуска кружков всяких авиамоделирования по теме ракетостроения, видимо, не знаю как. Ну, в общем, сейчас пойдем туда, попетляем полчаса по здешним районам. Так, здравствуйте, Роман и друзья по прогулке Петропавловск-Камчатский с вами. Виктория, Роман, добрый день, удачной прогулки, спасибо. Да, друзья, стартуем. У нас не так-то и много времени, по большому счету. Потому что не знаю, как там мероприятия эти все на Петропавловской крепости сегодня, точнее, в каком объеме происходят. Все бесплатно, поэтому, возможно, будет много людей. А раз много людей, возможно, как-нибудь там зайти будет тяжеловато. Очередь, толкучка или еще что-нибудь. Ну, увидим сейчас, все. Будем решать проблемы по мере их поступления. Привет из Подмосковья. Хорошо нам погулять. Да, у нас, смотрите, почему я говорю, что начало весны, да потому что пятница, суббота был снег. Нас заваливало снегом, ну, по крайней мере, север города точно заваливало. На юге вроде не было. В московском районе, вот там вот все, Кировский район, Невский, там вроде снега особо не было, но здесь вот на севере прям валило. Поэтому и вчера не удалось погулять. Как громыхает, да? Ух. Переходим через мост над Большой Невкой. Здесь у нас как раз, где крейсер «Аврора», Нева делает правое такое ответвление. И вот туда у нас уходит. Это Большая Невка. Она, в свою очередь, дальше делится на малую и на среднюю. Так, Каменный остров. Парк ЦПКО. Елагин остров. Все это дело. Потом у Яхиного моста смыкается, сливается и уже падает в залив. Привет с Южного Урала, привет Светлане. Челябинская область. Приятной прогулки, спасибо. Он сказал, поехали. Он махнул рукой, пел Иосиф Кобзон. Все это об Юре. Мне хотелось девиз сегодняшней прогулки
не вот этот сделать, он махнул рукой, а написать: Юра, мы все Ну нет, так нельзя. Так нельзя. Донатики можно на Donatalers, донатики можно на CloudTips, ссылки в описании. Давайте я включу, пока стоим здесь на перекрестке, еще один QR-код. Будет в верхнем левом углу экрана. Кому как где удобно донатить. Сейчас здесь по Куйбышево немножко пройдемся. Что-то я забыл, как раньше эта улица называлась. Большая Купеческая, по-моему. По-моему, но не точно. Или Дворянская, Большая Дворянская. Что-то в этом духе. Вот, CloudTips, видимо, приносит. Аноним, добрый день. Хорошего стрима, дядя Сережа Собянин. Так, странно, почему... Всем привет, Ярик, привет. Странно, почему у меня эта полоса заполнения донатов не заполняется. Странно. Это полоса для Donatalers, и когда в Donatalers, если донатите, там надо выбирать цель сбора. Там должна быть. Так, меня не было видно, да, я с вами по-нормальному не поздоровался. Вот сегодня в таком прикиде. Бейсболочка, очечки, все дела. Ладненько, всем привет. Всем хорошей прогулки. Сейчас здесь свернем направо. Пройдемся там дворами, потому что мы по Куйбышеву-то уже гуляли. Тут особо нового ничего не появилось. Я пройдусь там дворами. У нас еще... Хотя нет, слушайте, у нас 20 минут, пойдем по Куйбышеву. Хотел свернуть во дворы. Не пойду. Пройдемся здесь тогда. По этой улице. Да, с вербным воскресеньем. Кто причастен? Ну вот основные истории торжества, празднования Дня космонавтики проходят на Петропавловской крепости сегодня с 11 до чуть ли не 6 вечера. Так, привет всем, пишет Алена. Хорошей нам прогулки. Да, привет, Алена. Привет всем постоянным и новым зрителям. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Конечно, комментарии, по-моему, во время стрима не идут, там только чат. Но если вы после стрима зайдете, напишите пару слов в комментарии после стрима, громадное вам спасибо. Ох, ветерок, слушайте, немножко дует. Здравствуйте, Роман, привет из Италии. А в ВК стрима не запустился. В ВК стрим и не запускался. Пока я могу параллельно стримить сегодня только на 2 площадки, поэтому YouTube и Рутюб. Так что, в принципе, если нет возможности смотреть YouTube, то на Рутюбе точно будет работать. Поэтому, друзья, не вижу проблем и не вижу смысла растекаться мне вот этой мыслью по древу, как говорится. Куча площадок, всякие твичи рекомендовали. Что там у нас, телеграммы. В Телеграме вообще никто не смотрит стримы. Да и площадка она не для этого, и стримы там не сохраняются. В ВК такая история, что там, признаюсь честно, хотя бы на Рутюбе у меня есть монетизация. Какая-никакая, но копейка падает. Прям копеечка, но она падает, понимаете?
С миру по нитке, голому рубаха. Вот на Рутюбе это нитки собираются, а на ВКонтакте нет. Вот и все, друзья. Поэтому я не вижу смысла сейчас, опять же, технически усложнять себе жизнь. А во-вторых, ну вот просто переходите на Рутюб, все. Там ничем не хуже, чем ВК. У нас, вот видите, бегуны по дорогам, по дорожкам, но спорт есть жизнь. Привет с Удмуртии, ничего себе. По-моему, первый раз читаю это географическое место, Удмуртия. У нас еще на стримах не было. Приятно. Как вам архитектурка, да? Кирпичик вот этот вот облицовочный. Вот мне нравится такое. Прям чудесненько. И следующий дом с этим зеленой майоликой, глазурированной этой плиточкой. Очень красиво. Простенько, неказисто, но оно не пачкается, оно не грязное. Оно, если что, отмывается на изи. Ну, в смысле, легко. А все вот эти оштукатуренные дома, они, конечно, запачкиваются, скажу так, литературно. Ну, или даже вот следующий вот этот оранжевый дом. Видите, верхние этажи почище, поярче краска. А ближе к низу все серей. Вот эта копоть, вся грязь, она впитывается в штукатурку и, конечно, ужасно становится. Так, куда идем? Идем мы к Петропавловской крепости, от Авроры, по улице Куйбышева. Так, вот здесь пока переходить не будем. Вот, идем на Петропавловскую крепость. Там у нас сегодня отмечают День космонавтики. Дети с авиамодельных кружков делали ракеты, и вот будут их в 12 часов запускать. Так, всем привет, Роман, хорошей прогулки, с праздником. Нексимор 1. Хорошо. Так, еще Роман тут написал, хорошей прогулки, привет из Северодвинска. Еще один зритель из Северодвинска. Ну, скажу так, землячочки мои дорогие, как там на Белом море? Пахнет весной-то хоть нет? А то я переживаю. Так, Татьяна, всем привет, говорит, скоро будем в гости в Питере. Вгостить. Будем вгостить. Вгостите обязательно. Ни в чем себя не отказывайте. Ой, ну вот этот модерн, конечно, уф. Эркеры, вот эти вот все. Очень забавно, как хорошо сделали. Видимо, здесь тоже был дом какой-то, и нормально лифты внешние сделали. Так, добрые прогулки. Роман Мельников, Северодвинск еще на связи. Так, у нас это братья собирается. Беломорская. Как там ягры? Стоять не сдуло. Севмаш, звезда. Так, ну, сегодня у нас первый день весны, прям такой весны, которая уже должна быть надолго. Потому что у нас и в марте было плюс 15. Но по прогнозу сегодня у нас должно случиться прям надолго потепление до плюс 20, чуть ли не на следующей неделе. Уже и ночи плюсовые. А у нас, я где-нибудь покажу, на многих деревьях уже прямо почки. Так, давайте здесь уже перейдем. Я думаю, нас здесь пропустят, друзья, товарищи автомобилисты. Да, тут переход нерегулируемый. Сразу вот тут, кто интересуется историей, а не дай бог еще и политической, то здесь вот за этим забором, за этой оградой музей политической истории. Очень достойный.
Рекомендую сходить. Имеет линейную структуру, как я это называю. Подождите, роман у нас с Североморска. Но у нас роман-то вообще из-за... Господи. С-за полярного круга вообще. Там-то весной вообще не пахнет, мне кажется, до июня. Так, да, я вижу уже толпу людей, идущую на Заячий остров. Именно Петропавловская крепость у нас стоит на острове Заячьем. Ну, как-нибудь прорвемся, я думаю. Сначала хочу зайти в саму Петропавловку, а там уже выйти через ворота на, скажем так, задний двор Петропавловской крепости к Кронверскому проливу или Кронверскому каналу. Проливу-то почему проливу? Каналу. Так, Павел Сергеев отправил 500 рубликов. Ничего себе, с верным воскресеньем, спасибо. Большое спасибо. Да, прекрасная сегодня погода. Я прям предчувствую плюс 10. Наконец-то. Вот, ну, вы не поверите, вчера валил снег. Вчера прям вот снег такой вот. Сугробы были. Ну, сантиметров 5 точно, но сугробы. Снежки полепить можно было последние в эту зиму. Так, сколько у нас таймов? 47 минут. Так, тут у нас что-то донат, да, завис? Или пропадет? А то, наверное, мешает нам картинке. Так, наверное, завис. Что же надо с этим сделать? Хоп, хоп. Вот так, наверное. Кстати, на Троицком мосту у нас ведутся ремонтные работы этих трамвайных путей с ужина. Но мы по Троицкому мосту сегодня прогуляемся. На ту сторону реки перейдем. В Севске немного попахивает весной. Ледоход на носу. Угу. Севск. Кто не понимает, Севск — это местное сокращение топонима Северодвинск. Севск, Архара, Новск. Хотя что Новск? Новодвинск так никто не называет. А Севск, да. Вот, идем с толпой зевак. Тут ребятишек насобирали. Идем дружной толпой. И вот где-то здесь с правой стороны, за стенами Петропавловской крепости, здесь внаружи, будут пулять ракеты. Мы слегка на них посмотрим и пойдем гулять дальше. На ту сторону. Невы. На, скажем так, на материк пойдем. Потому что технически мы на острове сейчас. Потому что Петроградка — это остров. Так, в Пермском крае еще минус и снег. Едем к вам греться. Ну, уже да. Сразу, ну, возможно, слегка типа отчитаюсь. У нас же был розыгрыш под прошлым стримом, точнее позапрошлым. Там у нас победил дядя Коля. Это никнейм Николая, дядя Коля. И вот опять же, я не знаю, но это проведение и счастливая случайность. Дядя Коля оказался на следующей же неделе в Петербурге с семьей. У него изначально была запланирована прогулка, путешествие в Санкт-Петербург.
И вот надо же было такому именно случиться, что он выиграл. Мне не пришлось кружки никуда отправлять, мы с ним встретились, я ему лично передал. Вот. Но там с погодкой ему не очень, конечно, повезло. А сейчас все, весна, так что все, можно уже ехать. Уже и май на носу, и вот эта вся история. Так, у нас под ногами брусчаточка. Так. В каблуках здесь сразу предупреждаю, если дамы будете на каблуках, неудобненько. Но всегда можно идти справа-слева, там нормальные гранитные плиты ровные, плоские. Так, время надо сверить. Кстати, прошли мы по Иоанновскому мосту. Впереди у нас Иоанновские ворота. По первоначальному замыслу, когда Петропавловская крепость строилась, это была первая, скажем так, линия, что ли, обороны. То есть мы, пройдя через первые ворота, пока еще не оказываемся в самой крепости. Здесь впереди был еще один ров, еще один мост, еще одно препятствие. Вот только сейчас впереди вот эти стены Петропавловской крепости. И вот где сейчас люди ходят, где сейчас брусчатка, тут был еще один ров. И абсолютно зеркальный с той стороны история была. Очень много людей сегодня. Вот здесь тоже был ров. Были ворота. Мост, который поднимался. Ну и вот вода была от Невы до Кронверского канала. Вот, даже, кстати, здесь есть справа, слева, видите, вот эти вот информационные щиты. Они абсолютно одинаковые, здесь 3 штуки одинаковые, но чтобы не толпиться у одного всем. Вот видите, мы сейчас с вами пошли через Иоанновский мост, Иоанновские ворота, да, 19, Иоанновский гейт. Вот, и вот вышли сюда. И мы сейчас с вами где-то здесь стоим. Здесь была вода. Мост. Ну и абсолютно та же история с противоположной стороны здесь была. Сейчас все это засыпано. Петропавловская крепость строилась с определенной целью. Цель, скажем так, не оправдалась. Никто со шведами здесь, уже в Петербурге, не бился. Была опасность, что шведы нападут. И царская семья должна была здесь за стенами отсидеться. Кама еще во льду. Да. Ну ладно. Значит, старые это у нас должны быть Петровские ворота. Алена, Омск. Долгожданная прогулка. Спасибо. Хорошего и отличного прогулки. Спасибо, Алена. Пермяк соленые уши. 200 рублей. Так, с этим сопрогульщиком мы тоже уже как-то здесь в Петербурге абсолютно случайно пересекались. Так, давайте что сделаем? Я немножко вот сюда заверну вправо. Вправо. Хочу смотреть, как здесь. Здесь поменьше людей. И неплохой здесь ракурс, друзья, на Петропавловский собор. Вот такого вида, вот с этой лужайки, неплохо делать фотографии. Тоже. Так, но у нас есть определенная цель. Смотрим время. Сколько у нас? 55 минут. 11:55. Пока не говорю, почему я так пристально слежу за временем, но совсем скоро вы поймете. Впереди у нас
Монетный двор, кстати. Напомню, что если вы держите в руках еще железные деньги наши, то под лапой орла будет маленькое клеймо. И таких клейма может быть 2. Или буковка М, или СПБ. Что говорит нам о том, что эта монета отчеканена на московском монетном дворе или на Санкт-Петербургском. Петровские ворота. Да, еще есть Невские. Ну, к Невским воротам мы сейчас вернем. Она как раз выходит на Неву. Там портик специальный. Так, тут надо убежать. Сейчас мы пойдемте сюда вместе с грузовичком как раз к воротам. Здесь к Петру уж не пойдем. Вот видите, здесь можно на стену подниматься. Ой, уже какая-то музычка включилась. Так, я выключу микрофон, включу на телефонный. Алексей, про картинку тут уж ничего не могу сказать. Все знаем проблемы с замедлением YouTube. Ну, собственно, чего? Кто не догадался, то что, у нас 2 минуты остается. В Петербурге есть такая традиция. Древняя традиция. Можно сказать, как сам Петербург. Каждый день, независимо от погоды, ровно в 12. Ровно в 12 по полудню производятся выстрелы с пушки. И вот к этому месту, где пушка стоит, мы с вами и подходим. Посмотри за ней. Как вам этот бабах? Такое ощущение, что как будто сразу 2, да, по-моему, синхронно. В целом, первая цель достигнута. На самом деле так бахнуло, что у меня штанины тряснулись
Отдачи. Ангел, хранитель. Ну что, идем там наружу смотреть, как запускают и запускают ли вообще эти ракеты из рокет лаунчеров. Слегка нам надо сделать ход конем. Так, читаю, что вы написали. Я в 2008 году первый раз приехал в Питер, а когда стреляли с пушки, то в Неве были фонтаны, и они открывались от выстрела, и звучала музыка. Это было лето, да. War Thunder релист. Спасибо, сейчас вроде качество подросло. В начале трансляции хуже было. Тут от меня не зависит на самом деле. Я там технически стримлю на YouTube не напрямую. Либо напрямую тяжело, приходится рестримить, но рестрим работает хорошо. Так что, если на YouTube плохо, переходите на Рутюб. Ссылки в целом есть в телеграм-канале, ссылки должны... хотя тут ничего уже не работает. Чат-бот не работает. Ой. Тут, кстати, стулья дизайнерские, металлические, 12 штуков от одной архитектурной, по-моему, какой-то студии творческой, авторские, со стеклышками. Ну, по газонам не ходить, но мы представляем, что летим, порхаем. Делаем длинный прыжок. Ярик, фонтаны убрали на зиму. Летом их снова поставят. Да, я говорю, да, те, что на Неве, прямо напротив стрелки. Готовы? Так, мне вот интересно, открыты ли запасные ворота здесь. Поменьше задерживаться. Это все играет колокола на колокольне Петропавловского собора. Так, ладно, микрофон включаю обратно, потому что ветрено.
Кто смотрел последний сторис в телеграм-канале, там я вчера под ночь выложил, понятно, что не мой, я немножко позаимствовал у нашего питерского блогера. Оно никак не модифицировало ничего, как бы тут. Ну, короче, он как раз рассказывал про шпиль Петропавловской крепости и Смольный собор и улицу Шпалерную. Что если от Смольного по Шпалерной прямую провести, то мы упремся, грубо говоря, взглядом в шпиль Петропавловской крепости. Именно такая была задумка у зодчего Растрелли. Растрелли, по-моему, или Рось Растрелли. Вот. Так, вот там еще ворота есть. Я не знаю, там они, по-моему, закрыты. Там, кстати, музей денег. Очень рекомендую тоже сходить. Там есть один экспонат. 1 000 000 рублей однорублевыми монетами весом 3 тонны. Бабаната нам подсказывает, что Боже царя храни, колокола играют. Поверим. Так, Алекс Про говорит: привет, 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 Алекс. Погодка отличная, прогулка тоже. Ну, как пойдет, как говорится. Так, тут уже ракеты пуляют. Так что мы сейчас спокойненько пройдем. Здесь сильно задерживаться не будем. Сильно, надеюсь, сильно не будем. А то вдруг меня еще затянет. Здесь, кстати, здесь в этой арии, в этой области вертолет садится. За ракету цепился, по-моему. Начинает солнце припекать, кстати. Рутюб, трансляция не очень хорошая. Постоянно виснет. Ну, у кого как, слушайте, друзья. Не то чтобы я кого-то критикую или еще чего-нибудь, но что имеем. Опять же, тут может быть и вообще, хотя я смотрю по цифрам, у меня отдача неплохая. Там 8000 килобит. В принципе, это норм. Должно быть. Ну вот где-то здесь уже у нас должно взлетать. Так, я вас подниму сейчас. Что-то я не вижу. Такое мелкое. Я даже не вижу. Ой. На этом этапе мы тут представляем себя космонавтами. Передаем привет Юре.
А, вот это. Так что пишите, Алена, Рутюб нормально, не критично, совсем качество картинки отличное. Это рекорд. Нормально. Это высоко было. Это было высоко. Не знаю, какие там критерии. Должна ли высоко, должна ли стабильно вертикально взлетать. Опять же, поправки на ветер. Таня Д. Солнечные прогулки. Спасибо, Татьяна. Восьмая стартовая зона. Даем отсчет. 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Норма. А мы не выходим. Здесь вот у нас. Кого? Снеговика? Не, сейчас лучше. Снеговика, он все-таки крупный, поэтому... А? Давайте, ребята, отдельно сейчас у нас есть только снеговик, любитель футбола. У нас, вы помните, позавчера шел снег. Ребята слепили снеговика. Вот сейчас мы посмотрим, умеют ли снеговики летать. Даем отсчет. 3. Ну ладно, он все-таки снеговик, а не космонавт, ему допускается. На самом деле я подозреваю, что что-то произошло с двигателем модельным, скорее всего. Вышибло сопло, такое тоже бывает. Давай сейчас сначала 10-ю дадим. Итак, 10-я, кто просил старт? Так, 2 модели, да? Пока она еще не готова. Давай пока из 9-й дадим гонку. 2 модели. Одна из них называется Гагарин Рокет, другая называется... Пап, ты меня ногами пачкаешь. Ну, я бы, конечно, все-таки по-другому нарисовал, не как на кроссовках, а все-таки в честь ракеты с таким же названием. Ну уж как и есть. Итак, 9-я зона. Даем отсчет. 3. Наконец-то не было фальшстарта, и обе модели ушли одновременно. Готовы? Мы не уходим, находим. Так. Опять очень много народу внутри стартовых зон. Руководитель Сергей Павлович Горезин, пожалуйста, нарычи на них. Все отошли за столбики. Соседние зоны тоже относятся. Так, 10-я стартовая зона. 2 модели. Одна вот эта напоминающая ракету Гирд. Очень такая яркая, просто отражается на солнце, как будто бы она сделана из металла, но это, конечно, обман. Металл у нас здесь недопустим, даже не потому, что это опасно, а потому что просто тяжелый, модель подняться в небо не сможет. Итак, гонка 2 больших моделей. Отхожу в сторону, даем отсчет. 3. Норма. А вот модель, которую я обозвал металлической, похоже, она все-таки упадет либо на дальний берег, либо в протоку. Так, ну, Раньше бывало... думаю, можно и пойти уже. 37-е показательные запуски модели ракет, посвященные Дню космонавтики. С 1987 года мы здесь работаем ежегодно. И еще, надеюсь, будем запускать. Так, я в 7-й стартовой зоне. Так, друзья, ну идем. В принципе, представление поимели. На запуске посмотрели. Пороховые газы понюхали. Идем. Ух ты.
Опять высоко. Как они, конечно, меряют, не понимаю. Сам Кронверк Петропавловской крепости. Так, здесь вот как раз ребятишки, у них в этих ловят. Что? Ой, это мое разве? Это не мое, не мое, не мое. А кто? Вот это? Короче, упала за стену. Ну, пацаны бегают, ловят, стараются поймать. Слушайте, такой ребяческий восторг тоже испытал. Так, что я? Сам Кронверк Петропавловской крепости. То есть там предполагалось уже квартироваться, видимо, защитники Петропавловской крепости. Ну, в том числе, короче, неважно. Сейчас там музей артиллерии. Вот тут на арке написано, вот приближу. Видите, музей артиллерии. Так что всем любителям войнушку посмотреть строго рекомендуется. Так, ну прямо уже я начинаю кипеть, закипать. Начинаем стёгиваться. Так, друзья, легкий вопросик и недоумение. Так, что у нас с чатом? Работает ли, выводится ли? Ох. Такой вот у нас день космонавтики. Да, был вчера календарь, но ударно отмечают вот кружки авиамоделирования сегодня. Слушайте, я тут даже вам не покажу. Она настолько мелкая, но достаточно высоко взлетает. Очень высоко. Я даже не ожидал. Очень много ребят, я не знаю, что это за на нашивках у них. Вроде и не суворовцы. Видите, вот эти сейчас справа от нас идут. Так, что у нас с чатом? Это или вы не пишете, или я не читаю, да? Чат есть, все good. Рутюб нормально, это просто вы не писали, да. Вижу, читаю чат. Вот у меня тут на втором телефоне есть возможность даже вам отвечать в чате при необходимости, а не только голосом. Вот, я говорил про эти ворота. Здесь, видите, ворота. Можно опять зайти внутрь. Давайте так и сделаем. Зайдем здесь, обратно в Петропавловку, и выйдем. Я вам обещал, вроде бы обещал, да? Как хотите, Невские ворота. К Неве выйдем, а там уже пойдем на выход. О, друзья, моржи, здравствуйте. Тут очень тепленько, не дует, и еще одни вот моржи вот там вот прячутся. Не будем их просить махать ручкой, а то, не дай бог, еще чем помахают. А у нас 18+ все-таки. Ну, в смысле, не заявлено, а придется 18+ сделать. Да, здесь что? Как раз вот эти вот воротцы и вот эта часть стены, это там как раз музей денег. Музей истории денег. Прям тоже рекомендую. Вход, не знаю, 400-500 рублей. Детские билеты тоже, наверное, есть. Пенсионерам скидки, как обычно. Рома, мы с тобой. Спасибо. Вот, музей денег тоже сходите. Прям там и интерактив есть, где потыкать, пошмыкать, покрутить, повертеть.
Это кадетские классы. Ну, классы, видимо, да, которые не при суворовских, а при простых школах. Да, у меня у знакомых тоже есть план ребенка не просто в кадетский класс отдать, а в суворовское училище. Причем как бы это дикое желание самого ребенка, пацана. Он хочет. Сегодня много вот детей здесь, кстати. Ну что, подойдем к Петру, к памятнику Петра Петра Первого, руки скульптора Шемякина. Огородили его заборчиком. Раньше забора не было. Вот. Раньше этого забора не было. Все садились на коленки, фотографировались, но, видимо, разрушали, топтали, царапали. Ну и чтобы это избежать, поставили заборчик. Вот. Ну, получается, что мы сейчас возвращаемся к тому месту, где мы уже были. Как раз здесь справа будет пушки на стенах. Кстати, тоже еще один музей здесь на Петропавловской крепости. Дом коменданта, по-моему, да? Это же дом коменданта или вон тот дом коменданта. Путаю, неважно. Вот этот двухэтажный. Там музей истории Петербурга уже. То есть я вам уже говорил про музей истории денег. И здесь музей истории Петербурга. Опять же, линейно выстроен. То есть вы заходите по первому этажу и кругом идете по истории, скажем так, Петербурга. Так и музей политической истории сделан. Музей денег там чуть-чуть по-другому. Так, Мария появилась. Привет всем прогульщикам и всех православных. Поздравляю с праздником входа Господня в Иерусалим. Здесь я вот не помню, чуть ли не гауптвахта, что ли, была в этом небольшом здании. Девочка задается вопросом, тут все перегорожено, а откуда там люди? Ей невдомек, что люди не всегда исполнительны, особенно русские. Русский авось. Так, здесь у нас что? В Невских воротах достопримечательность какая? Это здесь вот на правой стенке уровень воды, отметки, по которую в наводнении вода поднималась в Неве. Вот. Опять же, это были не весенние половодья, это были именно, как правило, осенью. Осенний ветер с Финского залива гнал воду в Неву. Финский залив у нас мелкий, и, соответственно, очень большие массы с очень большой скоростью заходили в Неву и буквально за ночь, заставая людей врасплох, топили город. Сейчас у нас есть дамба, и, соответственно, дамба у нас спасает город от наводнений. Идут реставрационные работы. С обеих, кстати, сторон от Невских ворот. Очень долгое время на стенах
Были таблички, что типа аккуратно, опасно, возможно обрушение. Но вот сейчас полностью облицовку перекладывают по новой. То есть стены-то толстенные, но стены кирпичные. Кирпич, валуны в основаниях. А потом уже только облицовка, вот эта гранитная, ну или мраморная, что там, как правильно. Вот, и из-за того, что здесь у нас сейчас реставрация, все наши петербургские моржи, ну как их моржами, вот эти вот, кто любит позагорать в мягком весеннем солнышке, они как раз вот убежали на ту сторону. Вот, там уже проходили, я вам показывал, где они прячутся. Как там у Маяковского было? Тело жирное в утесах. Ждали наводнения в прошлом году. Ведь у нас как? 1824, 1924. Ну и должно было быть. Наталья, спасибо за донат. Привет из солнечной Бурятии. Солнечный, отлично. Вот. И ну, каждые 100 лет должно было быть наводнение. Вот ждали в 2024, ноябрь. Но дамба справилась. Дамбу закрывали несколько раз. Вода в заливе, ну там перед дамбой поднималась, но дамба сдюжила. Подтоплений в городе не было. Инна всех с верным воскресеньем поздравляет. Всем добрым людям добрый день. Идем к выходу, пойдем через Троицкий мост, перейдем по Троицкому мосту через Неву, будем представлять, как идем по мосту, а под нами на глубине порядка 100 метров смело идут вагоны метро прямо под рекой. Кстати, вот здесь можно зайти, вот тут дверка есть, там паттерна, по которой можно насквозь выйти наружу. Такая тоже оборонительная история. План капкан. Так, Инна, извините, я опоздала. С чем связан рестрим вместо ВК на Рутюб? Так теперь всегда будет. Меня Рутюб устраивает, просто хочу знать. Но, скорее всего, да. Я немножко объяснял. У меня есть технические возможности только сейчас на 2 площадки стримить. Поэтому мы идем что? YouTube и Рутюб сегодня. На Рутюбе есть монетизация, на ВК нету. Собственно, вот просто хоть какая-то копеечка, но, как я говорил, с миру по нитке голому рубаха, но вот по ниточке на Рутюбе что-нибудь накапает, мы сможем и еще конкурсы устраивать с розыгрышами подарков для вас бесплатно. Вот. Ну и я просто посмотрел даже по той же статистике, ВК и Рутюб все-таки как-то, не знаю, я не вижу смысла множить сущности, создавать кучу площадок, точнее одновременно вести. Это и для меня накладно, и следить за всем. Возможно, я на ВК в записи выложу, как говорится, чтоб было, но технически, опять же, не вижу смысла стримить одновременно.
Утки летают. Видимо, те, которые здесь зимуют. Буфет, кондитерская, вкусный кофе. Всякие тут хот-доги, шмот-доги. Ну, короче, голодными вы тут не останетесь. Конечно же. Туристов уже, как видите, очень много. Я надеюсь, сегодня никто не спросит, а где люди? Вот где люди все. Невский, Дворцовая, Стрелка Васильевского, Петропавловская крепость. Все туристы здесь. Но я вам буду показывать и Петербург не только туристический, но и, возможно, какие-то туристические места, которые просто туристы обделяют своим вниманием. Вот у нас справа Троицкий мост. Сейчас мы к нему пойдем и походим. Впереди виднеется купола, ну, если это можно так сказать, большой соборной мечети. Ой. Вот такие бирюзового цвета. История про зайцев очень странная. Видите, здесь как бы скульптура зайцу, так называемый спасшийся заяц, но кидают монетки, надо вот, чтобы они на столбике задержались. Но, как ни странно, но, видимо, мало кто знает, но зайцы очень себе неплохо плавают. И Дед Мазай совершенно напрасно плавал, этих зайцев подбирал. Зайцы и правда очень неплохо плавают. Они могут сами спокойно пересекать реки, плавать от островка к островку. Абсолютно никакой проблемы. Окинем взглядом Ивановский мост. Ну и пойдемте на Большую Землю. Перейдя по Троицкому мосту, кстати, здесь мы, получается, что находимся на Троицкой площади. Когда-то здесь был Троицкий собор. И перейдя уже через мост, мы окажемся у Марсового поля. Но по нему не пойдем. Я думаю, мы свернем к Фонтанке, пройдем вдоль Летнего сада. По идее, он должен быть закрыт на просушку. Так, что здесь? Рыба, рыбакит, окуня. Пожалуйста. Окуневые окуня.
Заячий остров, поэтому скульптура зайчика. Да, там скульптура зайчика-то не одного. И я просто, ходя по самой Петропавловской крепости, я не обращал внимания, но в кадр там они попадали. Там зайцев полным-полно. За последние годы там жанровых скульптур с зайцами наделали не одну. Смело, наверное, там можно с десяток насчитать. Фотосессия окуня. Ну да, если он его еще отпустит, то это было бы неплохо, да? Вот так окунь на фоне шпиля Петропавловки. Думаю, это not bad. Так, я сейчас хочу починить как-то чат-бота. По возможности. Чтобы он слегка поспамил ссылками в чат. Я с одной стороны вижу, что чат живой, что он выводится, а с другой вам напоминание о донатах. Ну, точнее, как их можно делать. А мост вообще перекрыт, получается. Да, слушайте, делают трамвайные пути, а перекрыт мост целиком. Ничего себе. Однако. И да, мост, кстати, перекрыт, Троицкий. И получается у нас, ну, по крайней мере, я по картам смотрел, Дворцовая набережная у нас перекрыта. Да, значок ракета, это типа там в топ. Ну и ко дню космонавтики можно там помимо лайка еще и ракету прожать. Да. Так, я тут первый. Вернулся Веруня отправила 500 рублей земляку на кофе. Веруня, спасибо. Северодвинск. Так, что там у нас с чатом-то? Походу не починился. Или починился. Били кулаком, да, восстанавливали контакты. Но я уже буквально то же самое делаю, только пытаюсь 1000 раз перезайти в аккаунт, чтобы оно начинало работать. Так, вот таймеры. Так, ну должно работать, наверное, пойдут, наверное, эти ссылки в чат. Так, мультичат еще проверяю. Должно, наверное, посмотрим. В округе Петербурга все вербы ободраны предприимчивыми, предпринимательными. Так, что-то у нас не пропадает, да, опять донатик.
Приходится вот так вот обнулять все. Слушайте, достаточно, вроде я боялся ветра, а ветра-то и как будто бы нет, ну или по крайней мере он мне, видимо, в спину. Что мы видим? Мы видим стрелку Васильевского острова, две растральные колонны, здание биржи, слева шпилька вот эта вот Кунсткамера Петровская, этнографический музей. Слева у нас Дворцовый мост, справа у нас Биржевой. Ну и доминантной над всеми крышами это у нас купол Исаакиевского собора. Ох, нет, что-то я постоял, меня обдувало. Надо срочно уходить с моста. Алексей, Алексей, перейдите, посмотрите. Я не могу знать, сколько сейчас смотрит. Вот Виктория у нас с Рутюба, может, подскажет. Добрейшего дня, Инна, добрейшего. Так, не понимаю, подождите, с Ютуба донаты не отправляются, а вот с Рутюба отлично все, не понимаю. Ссылки везде одинаковые, и если вы смотрите на Рутюбе, это никакой отправка-то никак не влияет, где вы смотрите. Виктория 14. Вот 14 человек на Ютубе, на Рутюбе, на Ютубе почти 100. Сейчас у нас онлайн такой. Я думаю, у нас теплые регионы, точнее, южные регионы, где потеплее, наверное, уже начинается дачный сезон. Так, кстати, чат в Рутюбе удобнее, чем в ВК. Ники цветные. Удобно отвечать конкретному пользователю. Но да, в ВК это просто ты как будто пишешь комментарий под видео. И все. А на Ютубе и на Рутюбе это как бы полноценный чат. Я так понимаю. Так, наверное, у нас мы уже час гуляем. Сейчас дойдем до конца моста. Там на лавочке я подключу пауэрбанк страхующий. Мы же не хотим, чтобы у нас стрим экстренно прервался. Ой, какая тут развязка-то интересная. Слушай, тут прямо даже ничего себе. Здесь и меняют и покрытие. Ух ты как. Ох, красочка как ядрёно пахнет. Так, Александр М. Это у нас привет из Мурманска. Александр, здравствуйте, здрасте. У меня лично нет перехода по ссылке на оплату в Ютубе. Алена, я не понимаю, что такое оплата в Ютубе. Я ничего не настраивал оплачивать в Ютубе. Там есть просто ссылка в описании. Все.
Есть и на Рутюбе, ссылка в описании. Не знаю, что там переходы какие. Что вы имеете в виду? Что имею, то и в виду, да? Митя из Мюнхена. Ничего себе, 10 евро. Буквально это. Заграничное финансирование. Литограмма А3, Александр III. Свои ростры. Ну и можно сказать, что от Николая II своему отцу с матерью сынка мостик сделал. Так, как нам здесь перейти-то бы? Нам надо остаться здесь на набережной. Придется, видимо, тут как-то ходить по зебрам. Здесь у нас памятник товарищу Суворову в образе древнегреческого бога. Так, Рома, это от того, что YouTube блокирует. Вообще, YouTube ничего не блокировал. Ой, YouTube ничего не блокировал. Но не буду спорить, слушайте, не знаю. Скажу так. У кого-то ведь получается, у кого-то ведь переходит. Можно же не кликать мышкой, да, можно выделить, скопировать и открыть новую вкладку и вставить гиперссылку. И все у вас откроется. Это несложно. Так, Александр пишет, смотрю на YouTube, не пользуюсь ни ВК, ни Рутюбом, спокойно доначу. Вот видите, ловкость рук и никакого мошенничества. Впереди у нас Марсово поле. Мы на него сейчас не пойдем. Мы сейчас сделаем кругаля, вернемся на набережную. Вернемся на набережную. Оп, зеленый. Да, улица Миллионная. Как-то мы тут спорили с Юрием. Он мне доказывал, что Миллионная улица заканчивается где-то вот, где раньше был канал. А я ему говорил, что Миллионная начинается от Лебяжьей канавки. Ну и кто был прав? В очередной раз. Так, сейчас я проверю, идет ли зарядка в телефоне. То опять я тут понадеюсь на технику. Кажется, что не было. Так, ладно, идет. Все идет. Вот какие наглые велосипедисты. Так, все, подключил Powerbank. Мы теперь максимально автономны. Сейчас здесь на зебре тоже обратно получается. Раньше зебра была прямо на Троицком мосту, можно было перейти. Сейчас вот из-за ремонта такие сложности. Видите, блестят еще дорожки. Вот это вот поблескивает. Это сырая дорожка. Конечно, по-моему, она даже не сделана. Это люди натоптали сами по газону. Но сыро. Сыровато. Как тут видно и... Так, Виктория на кофе. Это, видимо, с Cloud Tips'а прилетела, да? Донатик.
Василий, спасибо. И потом... Алена, в вас я не сомневаюсь. Я так понимаю, что вы просто пишете баги и фичи, чтобы другие были в курсе. Ну и чтобы я был в курсе, да? Это правильно. Впереди у нас вот эти голые деревья, это летний сад. Сейчас вдоль него мы пройдем по набережной, вдоль ограды. И там уже за фонтанкой я сверну во дворы, прогуляемся дворами. Если интересно и вы меня спросите, а если нет, то я все равно отвечу. Там у нас впереди инженерный замок. То мы сейчас держим путь к Литейному проспекту. Литейный двор, соляной городок. Вот все туда пойдем. Просто проинспектируем место, где у нас в Петербурге в открытом доступе есть сакура, а это китайский садик на Литейном. Мы сейчас до туда с вами и пойдем. Понятно, что никакая сакура еще не цветет. Было холодно, хотя я тут вот у товарища видел сторис, он в Сочах, на Красной Поляне выпал снег при цветущей сакуре, и сакура была просто в сугробе. Все цветки, крупные достаточно цветы сакуры были в снегу. Конечно, понятно, что здесь тут же все таяло, но он успел этот момент запечатлеть. Там, конечно, потеплее, да даже на Красной Поляне потеплее было. Вот ограда у нас летнего сада. Набережная. Нетерпеливые автолюбители любители посигналить. Да, тут дорога сужается, 2 полосы в одну. Так, Курва Бобр, 5 польских злотых, наверное. Я пердоле, говорит товарищ. Да, Курва Бобр, я пердоле. Международный мем. Напомню, что мы с вами, смотрите, вот там уже через реку у нас Аврора. Вот голубенькое Нахимовское училище, и справа от него 3 трубы виднеется. Это у нас та самая Аврора, и мы буквально от нее с вами сегодня начали прогулку. То есть мы сделали такой громадный крюк, прогулялись по Петропавловке, по мосту, сейчас здесь. Трек на часах, кстати, пишется. В конце прогулки я трек сохраню и выложу в Телеграме. Гагарин пропал с экрана. Нет, я не убирал, он действительно пропал, видимо. Сейчас мы это дело пофиксим. Так, а сейчас посмотрите, как у нас дела с Юрием. Так, здесь у нас, собственно, и летний сад. Вход, турникеты, слева вход, справа выход. Все скульптуры, видите, вот эти вот буточки а-ля деревенский туалет, это на зиму консервируют скульптуры мраморные.
Пока парк у нас на просушке. Идем к Фонтанке, там свернем во двор. Есть, опять же, современное искусство, так называемый мозаичный двор. Так, Инна пишет, кстати, в этом году католическое вербное воскресенье и Пасха совпадают с православными, это здорово, да. Да, совпадают. Я, кстати, даже задумался, типа, как-то, ну, есть у меня знакомые там в Европах, тоже поздравили с вербным воскресеньем. Я что-то такое еще напрягся, что типа, что это они меня поздравляют, а это, оказывается, у них просто тоже в эти выходные. Справа здесь в летнем саду у нас за оградой домик Петра, один из. У нас же и напротив, прямо здесь, видите, там куча деревьев, вот где белый микроавтобус сейчас проехал, и там виднеется домик, спуск к воде, справа, слева китайские львы, и вот там домик, так скажем, в саркофаге, в кирпичном, и под крышей там деревянный дом. Первый дом Петра, так называемый, или так считаемый первый. Да. А здесь вот один из летних дворцов Петра. Сейчас там музейные экспозиции, флюгер есть, все прекрасно. Петр здесь встречал дипломатов. На одном из прудиков здесь в летнем саду выпивал с ними. Там есть такая беседка в центре пруда, на которой только можно на лодочке, ну, достаточно маленькая, все такие бассейны, на лодочке, короче, проплыть. Ну и не замочив ноги, оттуда не уйдешь. Ну и вот там Петр закрывался, получается, с дипломатами, и пока вот с ним все не выпьешь, не уйдешь. Прачечный мост, так называемый, переходим. Надо спросить, Петр дома? Ну, видите, никого нету, никто не ходит. А, уже, смотрите, прогулочные катера начали ходить в кораблике по рекам и каналам. Но еще прохладно, я вам скажу. Прохладненько. Так, вот я не знаю, получится ли у нас тут во двор сейчас попасть. Мы будем дергать во все эти, все арки, все двери будем дергать. Так, кроме велосипедов никого. Так, сегодня еще еврейская Пасха. Ну, видите, комбо. 3 в одном. 3 в одном буквально. Так, отключу микрофон. От реки отошли, просто здесь ветра уже не должно быть. Так, ну что, первая дверка, наверное, будет закрыта. Открыто. И смотрите, сразу же у нас первый этаж, мозаика. Так, камеру поменяю. Шпыньк. Так, дядя Коля, всех приветствую, Роме здоровья, процветания канала. Дядя Коль, ты уже Петербург покинул ли? Видите, тут все мозаика. Это не краска. Это все из таких вот мозаичек собрано. И тут целый двор такой. Представляете? Тут даже, видимо, есть вот часть недоделанная. Видите, вот эта вот серая
наверное, будут долепливать. Не знаю, что это за ангелочки или что это. Прям такое. Музей под открытым небом. Санкт-Петербург. Олимп культуры. Написано на стене. Кстати, следующая арка тоже открыта. Тут даже дверь нараспашку. Поэтому ничего страшного. Вот, дальше продолжается. И здесь это все мозаика. Все мозаика. Ну, скажем так. Смотрите, кто здесь. Ну, народное, ненародное. Вот, пожалуйста, интерактивный проект музея под открытым небом. Санкт-Петербург. Олимп культуры. Заслуженного художника России Лубенко. Можете, в принципе, Лубенко загуглить, кто такой и чьих будет. Студия «Вулкан». Малая академия искусств. Пожалуйста. Еще вот здесь даже какие-то QR-коды есть. Поддержать проект можно. Автор Лубенко. Владимир Васильевич Лубенко, заслуженный художник России, художник-монументалист. Закончил в 1969 году Академию художеств, мастерскую Мыльникова. Пришел к созданию авторского направления в художественном творчестве, создал более 2000 художественных произведений, которые завещал не продавать, а сохранить единой коллекции и создать музей. Вот. И вот опять же все у нас тут мозаика, 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 мозаика. Так, да, уже дома на Урале с кружек, что выиграл в конкурсе чай. Ну, для чая это мало, да, там или для коньячка, или для кофе, эспрессо. И это не все, это не все. Тут мозаики продолжаются. По второму ярусу между первым и вторым этажами тоже мозаика. Кстати, это сейчас видно, а летом, когда кусты зеленые, вот этой мозаики не видно. Кстати. Плюс еще вот у нас тут впереди продолжение. Мозаичный дворик. Он на карте так и значится. Клумбы действующие. Раньше, кстати, даже... ну вот опять же, заготовка под скамейку, но пока она плиточками еще мозаикой не выложена. Это был фонтан. Фонтан даже был действующий одно время и с подсветочкой. Сейчас, по-моему, фонтан не функционирует, но подсветка присутствует. Далее. Кстати, остатки снега тут у нас еще, видите, во дворах имеются. Какая-то кобра. Знаки зодиака. Видите. Ну, сохранены, да, неплохо. За ними все-таки здесь студия, арт-студия Лубенко прямо здесь и находится, вот в этом доме, в торце вход. Так что здесь за ними постоянно наблюдают и по возможности реставрируют. Да, появился уже вот действующий фонтан попроще. Ну как попроще, ничего себе, да? Летом фонтан работает. Я здесь бывал летом. Такой мозаичный дворик, друзья. Интересно. Так, пойдемте выйдем как-то из двора. Насквозь. И сохранены-то, потому что и следят, и постоянно обновляют.
Потому что там есть вот места, говорю, как лавочка, на стене там еще такой серый бетон на квадратике разрезанный. Я так понимаю, как раз это место, где будут доделывать, возможно, даже этим летом. Сейчас будем выходить уже на, ну, не на центральные, но на улицы, на широкие. Ну и вот как вам дворики петербургские. И вот тут наверху в дни блокады, по всей видимости, была зенитная установка. Наблюдали за небом и по возможности расстреливали всяких вражеских самолетов, бомбардировщики и же с ними. Так, включу широкий угол. В моем детстве такого в моем дворе не было, зато была горка металлическая, ракета, но это было в 70-х на проспекте Стачек. А вы на проспекте Стачек, он же длинный, вы в районе Штанарская, Кировский, Автово, или может быть там уже за виадуком, за ЖДшкой были. Так, что мы вышли на улицу Чайковского. На секундочку. Ну и думаю, что пойдем здесь по солнышку, по Чайковского прямо и пойдем. Справа у нас в ту сторону как раз соляной городок. А мы пойдем по Чайковского в сторону Литейного проспекта. Возможно, где-нибудь по Маховой пройдемся. Стрим смотрят 70, а лайков 35. Ребята, так, ну по моим данным, стрим смотрят на YouTube 118 человек. Лайков 35. Да, друзья, вам не больно, вам не сложно, вам ничего не стоит поставить лайк. Я забываю напоминать, спасибо, что Алекс напомнил. Дом культуры Кировец. Форель. Понятно. Да. Просто хотя бы лайк. Я уже не говорю там за делитесь в соцсетях. Сейчас это никто не делает и никто соцсетями не пользуется. Все это уже безнадега. Безнадежная. Но лайк поставить, вот это можно, и это нужно. И это я благодарен тем, кто не забывает. Да, ну и напомню, мы идем сейчас по улице Чайковского. Вот табличка. Направо у нас должна уходить улица Маховая, если я... А я не путаю, потому что впереди уже Литейный. Так, здесь какая-то памятная табличка. У нас в этом доме жил великий русский поэт Леонид Витальевич Сабинов. Хорошо. Жил, наверное. По 29-й. Тут уже настораживает. Солнце. Вот здесь ветра нет и так припекает. Прямо я готов ворваться в одних плавках к тем моржам на Петропавловской крепости. Так, я думаю, тут диких автолюбителей будем пропускать, потому что нас тут никто не пропустит. В центре города заброшки.
пойду по солнцу, буду греться. В саду Дружбы на Литейном сакура не зацвела случаем. Вот мы туда, дядь Коля, идем. Но вряд ли она зацвела, но мы туда и идем. С друзьями делюсь ссылками на каналы, стримы. Вот Инна еще из тех, из самых. Да, это хорошо. Инна, вам спасибо. Идем, значит, самонавитейный к саду Дружбы с великим китайским народом и коммунистической партией Китая. Вот это класс. Правда, тут бабулька стояла в парадной. Над входом в парадную в камне высечены цифры 1867. То есть, видимо, год постройки дома. (1867 год). Вторая половина 19 века. Дом в великолепном состоянии, но, по крайней мере, внешнем. Не берусь загадывать, что там внутрях. Так, мы здесь можем как-нибудь дворами пропетлять на Литейный. Что обязательно, кстати, надо сделать. Мы, получается, выйдем в тыл к саду Дружбы. Но надо найти тот самый дворик. В принципе, я знать-то его и не знаю. Я как-то особо и не отслеживаю. Но мы с вами просто метнемся в первый попавшийся. Похожий, по крайней мере. Вот. А плюс-минус похожи они все друг на друга. Так, ну, короче. Дело к ночи. Ох, это как красивенько. Отель Академия. Короче, особняк Шувалова, и там гостиница сделана. Так, эта арка не та. Идем к следующей. Так, ну вот здесь заруливаем сюда, в арку. Так, что у нас, понятно? Напротив Маховая, дом 9. Вот напротив нее заруливаем в арку. Я тут делюсь с близкими ссылками на канал Романа. Ну, видите, тут как бы с близкими-то одна история. Еще можно где-нибудь ВКонтакте поделиться ссылочкой. Но сейчас Контакт ревностно относится к ссылкам с Ютуба и абсолютно их никак не модифицирует. Но, друзья, хотя бы лайк поставьте. Это правда сильно помогает каналу продвигаться на YouTube. Хотя бы YouTube видит вашу активность, а не только просмотры. Он все это дело вкупе оценивает, все активности. Да, можно и вот туда зарулить, но мы прямо пойдем пока. Лайканул недоблогер. Спасибо. Неплохие дворики, я вам скажу. И плиточкой выложен с одной стороны. И большой недостаток Петербурга — это возможное отсутствие зелени. По крайней мере, вот здесь что-то пытаются, какую-то зелень ростить. Тут кто-то даже драцену посадил внезапно. И вот здесь так прекрасно будет, видимо, цвести. Не знаю, что это, яблонька или кто.
Надеюсь. Надеюсь, будет. Так, надеюсь, здесь будет налево проход между домами. Очень надеюсь. Хотя не похоже. А нет, есть. Вот эти лабиринты петербургские. Ну и желтый цвет. Да, вот мы прямо зашли с тыльной стороны к саду Дружбы. Как раз здесь у нас должны быть высажены сакуры. Но вряд ли они у нас цветут. Но вот прошлый год как-то на время цветения сакур пришли холода. И сакуры буквально не цвели. Они сразу обвалились. Мгновенно. Вот это все деревья, это все у нас сакуры практически все. Листочки маленькие видны. Так, не фокусируется. Вот. Не фокусируется. Ну, видите, розовый цвет. Это будущие цветы сакуры. Так что, мне кажется, как раз на этой неделе у нас несколько дней тепла постоит. Тут вот чертенок чертил чертеж. Упала бутылка. Мамино счастье, папина радость. Так. Вот, надеюсь, будут как раз теплые дни, и сакура прямо здесь зацветет. И здесь будет от людей не протолкнуться, не пройти. Здесь, видимо, сделано такой а-ля ручей. У вас тут река, якобы. Но. Ну, грубо говоря, да. Я думаю, пара дней и все будет. Все вот эти почечки, все уже. Вот здесь поменьше, но ладно. В следующую субботу, наверное, зацветет. Да я думаю, уже на неделе зацветет. Потому что погода у нас такая, что всю неделю будет там плюс 10, плюс 15, ночи теплые. У нас вот, смотрите, все вот эти вот кусты, растения, они с маленькими почечками. Вот пару дней тепла, и это все взорвется зеленью. Город оживет, и сад станет розовым. От цветущей сакуры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 драконов на стене. Здесь вот вот ентой. Хорошее время для прогулок, пока нет листвы, можно много чего увидеть нового. Да, я об этом, кстати, тоже Алена говорил, что гулять и осенью, и весной, пока нет листвы, в какие-то моменты очень даже себе хорошо. Потому что, как вы правильно подметили, все гораздо виднее. Очень похожие львы есть как раз на спуске у домика Петра. Китайские львы. Так, это что за брянк был? Тихий.
Тихий брям сделаем погромче. Ну и у нас лев и справа львица. В пасти у льва есть шар, который он держит, видимо. Вот, его можно там покрутить, но не достать. Ну и такая, как это правильно называется, падога или патока, не знаю, как правильно. Так, план минимум выполнен. Дом офицеров. Николаевская постройка. Улица. 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 Кирочная, господи, я все чуть шпалерной не назвал. Кирочная улица. Параллельно есть шпалерная. Как раз про шпалерную я вам говорил, что она на одной прямой между Смольным собором и Петропавловской крепостью шпилем. Ну а мы здесь что? Давайте придумаем. У нас уже почти 2 часа идет прогулка. Я думаю, до 2 часов добьем. И хватит на этом. Да? Да. Перейдем здесь дорогу. Дойдем до улицы Пестеля. Это следующий перекресток. В доме офицеров находится музей истории войск Ленинградского военного округа. Видите, тут сыро-то все. Это с крыш. Видимо, еще стекает то ли конденсат, то ли снег дотаивает, который на крышах со вчера еще лежит. Сейчас по Пестеля выйдем к Спасо-Преображенскому собору. В этом районе у нас квартировался Преображенский полк в свое время. Соответственно, их полковой храм, полковая церковь. Как там правильно, не знаю. Улица Пестеля у нас начинается храмом и заканчивается храмом. Только там, наверное, ну, там начинается. Там Пантелеймоновская церковь. Церковь, которая видала Петра. Как раз там соляной городок у нас. Ну, пойдемте к Преображенскому. Дом Мурузи. Дом, в котором жил автор стихов «Не выходи из комнаты». Да-да, Бродский. Где-то то ли на этом балкончике, то ли на следующем, не знаю. Ну, музей-квартира организована. Ограда вокруг Преображенского собора интересная, она из пушек. Сделано. Является достопримечательностью. Сделано из пушек, как ни странно, не с Литейного двора,
где у нас пушки делались, а это стволы трофейных турецких пушек. Как и монумент, скажем так, монумент, обзываю его монументом у Троицкого собора. Там тоже из пушек турецких сделано. Так и здесь вот ограда, сейчас мы к ней подойдем. Такие они громадные пушки. То есть одна большая и две малых по бокам. И вот все вокруг собора. Так, друзья, всех еще раз с вербным воскресеньем, со вчерашним днем космонавтики, получается. Ух, давайте на фоне скажу вам спасибо за турецкую войну. Надпись. Да, на этом и в этом месте заканчиваем стрим. Я думаю, 2 часа в самый раз. Напомню, лайки, подписки. Всем привет, кто впервые с нами сегодня гулял по Петербургу. У нас такие прогулки регулярные, так что подписывайтесь, не пропускайте. Все анонсы и интересные новости, события в телеграм-канале. Телеграм, будет в описании. Или, в принципе, можно просто набрать «Откройте Питер», и там канал найдется. Вот. Что еще сказать? Ура! В Петербурге весна. Нас ожидают впереди долгие и не очень прогулки по весеннему Петербургу, а там и летние, а там, когда просохнут парки, поедем и в Пушкин, и в Павловск съездим, и в Петергоф скатаемся, погуляем, посмотрим пригороды Петербурга. Что-нибудь придумаем. Ну и также, в принципе, пишите свои пожелания, свои хотелки. Возможно, если вы сами не сможете, то вот мы вот в таком формате, в живом, сходим там, погуляем, посмотрим, как оно есть. За сим прощаюсь. Всем хороших выходных, воскресенья отличного. Всем пока.